Вы когда-нибудь задумывались о том, что даже самые милые и безобидные на первый взгляд животные могут стать настоящими защитниками и воинами? Мир дикой природы полон неожиданностей, и зачастую самые неприметные существа обладают невероятными способностями. Леопарды, несомненно, впечатляют своей невероятной быстротой и мощью, являясь грозными хищниками. Но что, если я вам скажу, что иногда даже лама, кажущаяся безобидной травоядной, или утка, знакомая нам по паркам и прудам, могут стать настоящими героями в мире животных? Приготовьтесь узнать нечто удивительное, что перевернет ваши представления о силе и отваге в природе. Вы на канале «Дикий мир», и сегодня мы раскроем вам секреты неожиданных защитников в мире животных, которые удивят вас своими уникальными и порой весьма неожиданными способностями. Мы погрузимся в мир, где храбрость и умение защищать не зависят от размеров или хищнической натуры. Не забывайте оценить это видео, поставив лайк, если вам интересна эта тема, и, конечно же, подписаться на канал, чтобы не пропустить новые увлекательные истории о дикой природе. Ваша поддержка очень важна для нас. А мы уже начинаем наше захватывающее путешествие в мир удивительных защитников. Итак, первое животное, о котором мы вам расскажем, это лама. Возможно, это покажется вам странным, ведь ламы известны своей мягкой шерстью и спокойным нравом. Но на самом деле ламу нередко используют для защиты овец, кур, коз и другого домашнего скота от разных хищников, например, от койотов, лис, шакалов и даже бродячих собак. Более того, лама, будучи невероятно бдительной и отважной, иногда может даже убить койота, защищая своих подопечных, демонстрируя невероятную преданность и силу духа. Почему же в качестве защитников используют именно лам? Здесь все просто, хотя и удивительно. Эти животные крайне наблюдательные создания. Эти животные обладают острым зрением, слухом и обонянием, что позволяет им быстро реагировать на любые изменения в окружающей обстановке. Если что-то идет не так, если лама чувствует угрозу, она сразу же начинает издавать громкие, пронзительные звуки, привлекая тем самым внимание к хищнику, который пытается напасть на скот. Громкие звуки, резкие движения, испуганные крики – все это помогает предупредить о надвигающейся опасности. А еще ламы, будучи прирожденными бойцами, не боятся бежать прямо навстречу своему противнику, демонстрируя бесстрашие и готовность к защите. В случае нападения лама немедленно реагирует, чтобы предотвратить потенциальную трагедию. Лама не станет прятаться, она проявит себя, покажет свой воинственный нрав. Выглядят ламы при этом очень грозно. Мощное телосложение, гордый взгляд, характерная поза – все это отпугивает многих хищников. Еще ламы могут применить широкий арсенал защитных приемов. Они пинаются мощными задними ногами, плюются зеленоватой, неприятно пахнущей субстанцией, преследуют хищника, загоняя его в тупик. А если все это не работает, если хищник не отступает, они могут просто затоптать его своими копытами, демонстрируя невероятную физическую силу и отвагу. Как правило, самые надежные защитники – это самцы-одиночки. Они очень привязываются к своим подопечным, воспринимая стадо как свою семью, и готовы бороться за их безопасность до последней капли крови. И что самое удивительное, лам для этого даже не нужно тренировать. Не нужно пытаться научить их охранять. Эти способности уже и так присущи конкретным особям. Охрана стада является для них инстинктом, заложенным самой природой. Заметьте, именно конкретным особям, а не вообще всем ламам. Не все ламы обладают одинаковым характером и способностью к защите. Некоторым из них просто плевать, что происходит вокруг, они равнодушны к опасностям
и предпочитают спокойную жизнь. Разумеется, охранниками таким особям не стать, потому что в них отсутствует необходимая бдительность и готовность к действию. Они не будут подавать сигналы опасности, не будут защищать и не будут готовы к столкновению с хищником. А как насчет целой армии охранников, способной защитить огромные территории? Знаете ли вы, что утки – это настоящее биологическое оружие, оружие, направленное против вредителей? Да, это действительно так, если дело касается борьбы с саранчой, гусеницами и другими насекомыми, уничтожающими урожай. Их естественная прожорливость делает уток идеальным средством борьбы с насекомыми, представляющими серьезную угрозу для сельского хозяйства. Одна утка способна съесть более 200 саранчевых в день, что является поразительным показателем эффективности. А теперь представьте, сколько насекомых сможет уничтожить целая армия уток, работающая слаженно и организованно. Да-да, 100 тысяч особей в день уничтожат до 20 миллионов насекомых, освобождая посевы от нашествия вредителей и спасая урожай. Кстати, в подобных целях эти птицы используются очень давно. На протяжении веков люди ценили их способность к контролю над вредителями. Выращивание уток и риса вместе на орошаемых полях было зарегистрировано в Китае примерно 600 лет назад, что свидетельствует о мудрости и дальновидности наших предков. И утки, к слову, не только охраняют посевы от нападения насекомых, но и занимаются прополкой, склевывая сорняки и не давая им разрастаться, а также они оставляют свой навоз как удобрение для растений, обогащая почву питательными веществами, благодаря чему производителям риса не приходится приобретать искусственное удобрение, экономя средства и заботясь об окружающей среде. Утки не только защищают, но и помогают выращивать урожай. Почему же во всех этих случаях используют именно уток? Дело не только в их прожорливости, хотя это и является одним из главных факторов. Уток легче собрать в сплоченные управляемые группы, они хорошо поддаются контролю и могут быть направлены на выполнение конкретных задач. Этих птиц, кстати, используют не только для охраны рисовых полей. Так, в Южной Африке они работают на винодельнях, уничтожают улиток и других вредителей в виноградниках, защищая виноград от повреждений и болезней. Утки стали незаменимыми помощниками человека в борьбе с вредителями. Вообще, когда одни животные используются для борьбы с другими, это называется биоконтроль, метод, основанный на использовании естественных врагов-вредителей для контроля их численности. Термин «биоконтроль» был введен в 1919 году, но люди занимаются подобным уже очень и очень давно, осознавая пользу взаимоотношений в природе. Это происходило уже в 300-х годах нашей эры, когда люди начали понимать преимущество использования одних насекомых для борьбы с другими, наблюдая за естественным ходом вещей. Уже тогда люди использовали одних насекомых для борьбы с другими, понимая эффективность этого метода. В Китае, например, люди торговали гнездами муравьев, прикрепленных к веткам, обеспечивая себе дополнительный доход. Фермеры устанавливали эти гнезда на цитрусовых фермах, тем самым защищая урожай от различных вредителей, таких как тля и гусеницы, которые повреждали фрукты. Защитниками могут стать даже божьи коровки, маленькие, но очень эффективные хищники. Фермеры, как правило, используют их на хлопковых полях, где божьи коровки уничтожают тлю, главного вредителя этой культуры. Божьи коровки являются естественными врагами тли, и их использование позволяет снизить применение химических пестицидов, что полезно как для окружающей среды, так и для здоровья людей. Но иногда из подобных затей, казалось бы, полезных и оправданных, не выходит ничего хорошего,
а эксперименты приводят к непредсказуемым последствиям. Рассмотрим один интересный случай, который показывает, как важно учитывать все факторы при внедрении новых методов борьбы с вредителями. Однажды в 1880-х годах на Гавайи завезли мангустов, маленьких, но прожорливых хищников, происходящих из Южной Азии. Животные должны были убить там крыс и освободить от них тростниковые поля, защитив урожай сахарного тростника. Дело в том, что прожорливые мангусты съедают едва ли не все на своем пути, питаясь различными насекомыми, грызунами и змеями. Это помогало эффективно уменьшить количество крыс, мышей, насекомых и прочей живности, представляющей угрозу для урожая. Бывает, группа мангустов даже отпугивает какого-нибудь опасного хищника, демонстрируя свою силу и храбрость. Но владельцы плантаций, когда им пришла в голову идея использовать этих млекопитающих, не учли одной важной детали, которая, к сожалению, привела к катастрофическим последствиям. Они не подумали о том, что мангусты выходят на охоту днем, когда большинство крыс прячутся в своих норах, а крысы, в свою очередь, активны ночью. То есть эти животные вообще не пересекались, что сделало всю затею практически бесполезной. Но проблема была не только в том, что мангусты не уничтожили крыс, а просто не смогли их достать. Мангусты стали инвазивным видом, то есть видом, который был завезен в экосистему, где он ранее не существовал. Они начали размножаться, распространяться по всей территории и наносить вред местной фауне. Местные виды птиц, эволюционировавшие в отсутствии млекопитающих хищников, стали легкой добычей для мангустов, приводя к снижению их численности, а в некоторых случаях и к полному исчезновению. Это показывает нам важность тщательного планирования и подготовки к использованию животных для защиты и биоконтроля. Необходимо учитывать все факторы, включая биологические особенности как целевых вредителей, так и предполагаемых защитников, а также влияние нового вида на окружающую среду. Итак, сегодня мы узнали о неожиданных защитниках в мире животных, таких как ламы и утки, о других животных, которые используются для борьбы с вредителями, и о важности биоконтроля. Мы увидели, как даже самые милые и безобидные на первый взгляд животные могут стать настоящими героями в мире животных, демонстрируя удивительную силу, храбрость и преданность. Мы также увидели, как важно тщательно планировать и готовиться к использованию животных для защиты и биоконтроля, чтобы избежать нежелательных последствий. Но это еще не все. Мы также хотим рассказать вам о других, не менее интересных примерах животных, которые успешно используются для защиты и биоконтроля, расширяя наши знания о возможностях природы. Например, некоторые виды пауков, эти восьминогие охотники, используются для борьбы с вредными насекомыми, такими как комары и мошки, которые досаждают людям и переносят опасные заболевания. Пауки расставляют свои ловушки паутины и эффективно ловят этих назойливых насекомых, снижая их численность и обеспечивая комфорт людям. Другие виды пауков используются для защиты от вредных насекомых, таких как белые муравьи и термиты, которые повреждают древесину и могут наносить серьезный ущерб строениям. Пауки, являясь хищниками, уничтожают этих насекомых, защищая дома и другие сооружения от разрушения. Кроме того, некоторые виды насекомых, такие как божьи коровки, о которых мы уже говорили, используются для борьбы с вредными насекомыми, такими как гусеницы и жуки, которые повреждают растения и урожай. Божьи коровки, будучи хищниками, поедают этих вредителей, защищая сады, огороды и сельскохозяйственные культуры от их нашествия. Эти маленькие, но эффективные хищники помогают фермерам снизить использование пестицидов и получить хороший урожай. Также некоторые виды рыб, обитающие в водоемах, используются для борьбы с вредными рыбами,
такими как сомики и карпы, которые могут конкурировать с другими видами рыб за ресурсы и нарушать экосистему. Рыбы-хищники уничтожают этих вредных рыб, поддерживая баланс в водоемах и сохраняя разнообразие видов. Это всего лишь несколько примеров животных, которые используются для защиты и биоконтроля, демонстрирующих разнообразие и эффективность методов, предлагаемых природой. Но важно помнить, что каждый вид животного имеет свои уникальные способности и характеристики, которые могут быть использованы для защиты и биоконтроля, а также необходимо учитывать все факторы, чтобы избежать негативных последствий. У каждого животного свои сильные и слабые стороны. Подбирая защитника, необходимо учитывать его умения, потребности, его влияние на окружающую среду и другие факторы. Итак, сегодня мы узнали о важности использования животных для защиты и биоконтроля и о некоторых примерах животных, которые используются для этой цели, расширив свои знания о мире природы и его удивительных способностях. Мы еще раз убедились в том, что природа полна сюрпризов и что даже самые неожиданные существа могут стать надежными защитниками. Надеемся, что эта информация была полезной для вас, и надеемся, что вы теперь знаете больше о важности использования животных для защиты и биоконтроля, а также будете внимательнее относиться к окружающему миру и его удивительным обитателям.